Всем привет, друзья! Все вы, наверное, знаете, ну а кто не знает, тем я хочу напомнить, может быть, кто-то забыл или проспал случайно, что сейчас у нас на улице весна, такое очень приятное время года, которое я лично очень люблю, больше всех других сезонов. И сегодня я хочу поговорить о своих весенних ароматах. Это ароматы, которые некоторые из которых я ношу сейчас, какие-то приобрела совсем недавно и еще разнашиваю, какие-то уже давно мною приобретены и уже проверены во все сезоны. Здесь есть и ретро-ароматы, как вы можете видеть, есть и унисекс-ароматы, и есть очень женственные, стопроцентно женственные ароматы. Я постаралась подобрать, взять в эту подборку такие вот разные категории, чтобы разным людям было интересно это посмотреть. У меня есть видео на канале, я в прошлом году снимала на эту тему, я оставлю ссылку, подсказку, возможно, вам будет интересно. Также есть еще разбор от Левантов, где тоже я ищу весенние ароматы. Поэтому оставайтесь со мной и поговорим наконец-то о весенних парфюмах. Конечно, весенние ароматы в основном у меня ассоциируются с цветочной темой. И, возможно, с альдегидами. Тоже такая нота, которая, мне кажется, весной как-то резонирует с окружающей средой, чем-то напоминает вот этот свежий ветер весенний, который приносит такие свежие ароматы цветения, цветущего сада, вот что-то такое мне представляется. Ну, начнем, наверное, с, безусловно, женственного аромата, на мой взгляд, по крайней мере. Не знаю, может быть, конечно, есть такие парни, которые могут его надеть. Это Lalique L'Amour. Этот аромат я приобрела в прошлом году, как раз в начале весны. И вот он очень четко подходит под весеннее настроение. Он создает весеннее настроение. Это аромат в большей степени о белых цветах. Если вы не имеете ничего против белых цветов, а я знаю, что некоторые люди их не любят, но надеюсь, что большинство все-таки любит, как я. Если вы не против белых цветов, я очень вам рекомендую попробовать этот аромат, если вы еще с ним не знакомы, потому что это очень приятные, хрустальные, нежные белые цветы. Есть какая-то нота какой-то вот свежей росы на цветах, какой-то водности. И вот это как свежий букет цветов весенних, который стоит в вазе и благоухает. В общем, очень приятный аромат. Очень свежие такие цветы, прямо вот с листьями, да, какая-то и зелень тут ощущается. Тут большой, по-моему, букет цветов в пирамиде. Тут и гордения, по-моему, и гиацинт. В общем, что-то много здесь цветов. Возможно, какой-то такой нежный мускус присутствует. Здесь тубероза есть, но она такая, она не злая здесь, не приторная, она очень нежная тоже. Хотя его нельзя назвать таким каким-то супер свежаком, не подумайте такого, но это очень приятный цветочный аромат, как я уже сказала. В общем, присмотритесь, если вы принимаете такую ноту, как белые цветы в ароматах. Я прошлой весной его прям запоем носила. Этой весной у меня немножко просто другие ароматы, которые я разнашиваю, поэтому этой весной как-то меньше я ему уделяю внимания, но думаю, что еще уделю, конечно же. Следующий аромат — это, поговорим теперь про ультрафиолет от Paco Rabanne. Это, конечно, привет из 2000-х. В этом аромате есть отсыл вот к тому времени, но он очень оригинальный, конечно. В нем есть фиалка, пудровые ноты. Еще здесь есть черный перец, и вот он, конечно, не дает ему превратиться в просто какой-то косметический аромат. Он придает ему такой индивидуальный характер, придает какую-то ему, такую, очень такую креативную, что ли, ноту. Вот прямо есть что-то в нем. Вот если есть, как говорят, злая тубероза, то здесь такая вот злая фиалка, что ли, которая может, возможно, даже придушить при чрезмерном нанесении.
но если нанести буквально 2 пшика, этот аромат будет прекрасен. И именно весной я его ношу. Именно весной он поднимает настроение, он как-то собирает мысли, он как-то вот структурирует, вот он какой-то такой бодрящий для меня. И именно весной он классно раскрывается, потому что, видимо, вот эти вот ирисы, фиалки, вот все вот эти сиреневые цветы, они вот ассоциируются с этим временем года. И вот ни в одно другое время года мне вот не хочется его вот носить так часто, как весной. Вот я уже несколько раз его использовала. И считаю, что это лучший сезон для этого аромата. Если он у вас есть, напишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением и в какое время года вам нравится его носить. Очень интересный аромат, повторюсь, необычный. В нем вы не останетесь незамеченной, мне кажется, потому что еще в свое время, мне кажется, он был каким-то таким тоже прорывом своеобразным. Он был тогда очень каким-то футуристичным, таким каким-то неземным, инопланетным. И флакон такой вот необычной формы, конечно, тоже привлекает внимание. Но тут и аромат, конечно, вот это действительно не такой вот безликий люкс, как есть вот сейчас, да, такое мнение, что весь люкс похож один на другой. Но вот это точно не похоже, это точно выделяется. Вот и ароматы 2000-х и конца 90-х, мне кажется, вот они были именно такими. У них был характер, у них был стержень, и они именно являются таким эталоном, что ли, какой-то уникальности в парфюмерии. Вот ароматы того времени, как мне кажется. Этот аромат до сих пор производится, его можно купить и даже в разных объемах. Это парфюмированная вода, он достаточно стойкий, он слышится часов 5-6 точно. Я его ощущаю от себя. Я повторюсь, что даже при небольшом количестве нанесения. Очень такой шлейфовый и стойкий аромат. Ну, дальше перейдем вот к этому аромату. Это Шарман от Faberlic. Это бюджетный аромат, как вы уже поняли. Марка бюджетная, сетевая парфюмерия. Ну, знаете, когда я его выбирала, меня он привлек своей такой хрустальной свежестью. В нем есть какие-то такие тоже бодрящие, свежие ноты. В нем есть черная смородина, потом лист апельсина. И вот эти верхние ноты придают ему такую свежесть и жизнерадостность. Вот он поднимает настроение. Он такой какой-то аромат, как будто бы для молодой девушки. Но я думаю, что и в 40 лет вот я его ношу и прекрасно себя чувствую в нем. Он не прям такой девочковый, как прям на 15 лет. Нет, он именно такой от 20 или там от 18 и на любой возраст дальше. Он для меня похож на аромат, вот чтобы вы поняли, да, наверное, многие знают, «Ангел и демон», «Le Secret», вот этот очень популярный, очень такой многими любимый аромат. И вот я имела возможность сравнить именно параллельно эти ароматы, и могу сказать, что есть сходство в них достаточно, ну, как мне показалось в тот момент, очень большое сходство. Возможно, в раскрытии и в базе там будет разница, но вот именно при первом таком вот впечатлении, да, очень похожие ароматы. Такой яркий, жизнерадостный, фруктовый, цветочный. В нем и фрукты, и в базе кедр и мускус. Вот такой вот он легкий, не тяжелый, летящий. Аромат хорошего настроения, праздника. Да, для его цены прекрасный аромат, достойный внимания. Перейдем к моим каким-то более последним приобретениям. Сейчас их обсудим. Это вот этот Toy Boy от Moschino. Тоже этот аромат, конечно, я очень страстно хотела его приобрести. И когда приобрела, конечно, начала разнашивать. Меня немножко обескуражило его такое маскулинное, несколько маскулинное звучание. Вообще этот аромат задумывался как мужской, но как многие пользователи парфюмерии и парфманьяки отмечают, что это чистый унисекс. Здесь роза, здесь бергамот, здесь также какая-то молекула мускуса присутствует. В общем, он такой немного и молекулярный аромат. Очень современно звучит.
Роза здесь свежая, зеленая, такая вот вся в зелени, в росе, утренняя роза. Но вот эти вот специи не дают ему уйти в женственность, а все-таки уводят его в мужскую сторону. Специи, которые раскрываются вот после этого первого свежего старта. Там идет такой блок, там и перец, и еще какие-то специи, и кашмиран. В общем, очень интересный аромат, очень такой новаторский, как мне кажется. Он вышел в 2019 году, но даже сейчас он очень такой современный. Вот как раз сейчас такие ароматы в моде, такие вот свежие, ненавязчивые. Хотя кому-то может показаться, что он даже слишком какой-то насыщенный, но мне так не кажется. Для меня он все-таки имеет большую долю свежести в себе. Специи в какой-то момент где-то в середине аромата звучат более интенсивно. Потом снова он становится свежецветочным. То есть он переходит от женственной фазы к мужественной и обратно. То есть такой аромат хамелеон для меня оказался. Можно так сказать, когда мне надоедают цветочные ароматы и хочется чего-то побрутальнее, а я очень люблю унисекс ароматы, возможно, под какой-то стиль в одежде или под какое-то определенное настроение. Под кожаную куртку тоже он классно подойдет. Такой современный, необычный. Вот такого флакона еще у меня не было. Ничего подобного. Очень такой новаторский подход к виду флакона. Следующий аромат обсудим тоже из таких более современных. Давайте поговорим про Danger Rose от Blue Marine. Это тоже мое недавнее приобретение. У меня есть видео, где я рассказываю о том, как я его купила и свои первые впечатления. Ну а сейчас, конечно, хочу сказать, что это тоже аромат, который у меня весной вот так хорошо носится и нравится мне. Это тоже свежая роза. Кто-то говорит, что даже на фрагрантике есть мнение, что даже он сходный с Toy Boy. Но нет, для меня он на Toy Boy не похож. Все-таки в этом аромате нет специй. В нем есть базилик, который придает ему такую свежую зеленую ноту. И дальше он раскрывается такой нежной утренней розой. В этом единственное сходство у него с Toy Boy в том, что нота розы присутствует. Но Toy Boy все-таки более брутальный, более такой вот он играет в сторону мужественности периодически. А вот Danger Rose, он, мне кажется, ну никак в сторону мужественности его нельзя отнести. Он все-таки женственный аромат. Я, например, не представляю мужчину в этом аромате. Хотя понятно, что все это носится и мужчинами тоже, но все-таки, ну, если так представлять стандартного, да, ну, более-менее стандартного мужчину, то вряд ли такое захочет носить. В общем, аромат тоже на весну прекрасный, потому что это и зелень, и нежная роза, и в базе там пачули. Но там нет тяжелой базы, все достаточно деликатно, свежо, зелено. Не слишком он, конечно, стойкий, его нужно обновлять, но зато он и не душит, а нежным облачком вас окутывает таким нежным розовым ароматом. И, конечно же, вот эта зелень придает ему, вот зелень базилика придает ему такую интересную ноту. И пачули тоже, и не дает ему просто быть каким-то обычным, а делает его все-таки оригинальным. И вот он ни на что не похож тоже. Вот я этой весной покупаю какие-то уникальные ароматы для себя. Вот Москина мне ни на что не похож из моей небольшой коллекции. И вот этот Danger Rose тоже не похож абсолютно ни на что. Все розы, которые у меня есть, они другие. Абсолютно тоже уникальный аромат в своем роде. И тоже флакон шедевральный, конечно. Также это для меня готичный аромат. Я раньше не понимала, как это может быть аромат готичным, но теперь вот я понимаю, именно этот аромат у меня вызывает такие ассоциации. Вот именно с этим видом архитектуры, с этим течением в искусстве. Ну, вообще уже снятый аромат, уже, конечно, в сетях, скорее всего, уже не увидите. Но если есть желание, с рук можно приобрести и найти не слишком дорого.